Почему мужчины врут женщинам? И что с этим можно сделать? Об этом мы поговорим в этом видео. Мужчины врут, безусловно, по разным причинам, как и женщины, и в разном количестве. Поэтому самое первое, что я рекомендовала бы вам сделать, это присмотреться к вашему партнеру. Он врет только тогда, когда на это есть какие-то разумные причины, и в принципе есть причины, или он склонен обманывать людей даже тогда, когда логики в этом никакой совершенно нет, выгоды в этом никакой нет. Потому что действительно есть категория людей, и в частности мужчин, которые обманывают просто всегда и везде, потому что по-другому не умеют. Может быть, они с детства освоили такой паттерн поведения, повторяющееся поведение, что когда ты обманываешь и где-то приукрашиваешься больше, чем нужно, то ты больше нравишься людям, и, соответственно, жизнь твоя становится лучше. Это один из вариантов. Но если ваш мужчина условно среднестатистический по уровню вранья, и все-таки вы столкнулись с тем, что узнали, что он вас обманывает, то давайте разберем подробнее, что же это может быть. В этом видео я хотела бы затронуть две часто встречающиеся причины вранья, когда мужчина обманывает женщину. Первое. Та правда, которую он скрывает, вы просто не готовы ее услышать. А он дорожит отношением с вами, и он понимает, что если он сейчас вам вывалит всю эту правду, как она есть, то вы отреагируете либо непредсказуемо, что может быть опасно, вы можете выйти с ним из отношений, он чувствует опасность. Либо он сразу знает, что вы отреагируете просто как взрывной вулкан, допустим, и он не справится с этим. И он выбирает для себя такую позицию. Это тот мужчина, у которого в принципе нет внутри стержня, позиции по жизни стараться говорить людям правду. Потому что, безусловно, человек, который старается, входя в отношения, делать все максимально прозрачным, выберет все-таки рискнуть, прояснить и как-то расставить точки над «и». Таких мужчин крайне-крайне мало. Почему? Потому что мужчины, в отличие от женщин, менее склонны говорить о чувствах. А когда им нужно прояснить с женщиной какие-то сложные моменты отношений, расставить так называемые точки над «и», то, как правило, в таких разговорах всегда обсуждаются чувства, так или иначе, даже завуалированно. Мужчины менее склонны их обсуждать, как минимум потому, что с детства мальчикам часто говорят, что плакать нельзя, хныкать нельзя, показывать свои чувства нельзя. Девочкам, конечно, тоже это часто говорят, но все же у нас все еще тянется шлейф вот этого постсоветского воспитания о том, что мальчик не имеет права плакать. Да, мужчины действительно чаще всего не умеют говорить о своих чувствах. Плюс мужчина, который говорит о своих чувствах, согласитесь, и плачет, например, от расстройства, обычно выглядит слабым, а для мужчин крайне важно выглядеть сильными. Для них это знак равно выживания. Если мужчина не будет сильным, он не сможет выжить, поэтому чувства приходится прятать куда-то глубоко. А раз они спрятаны, раз обсуждать их, показывать, проявлять их под запретом, то и разговаривать на тему, где, скорее всего, женщина начнет говорить о чувствах, и придется как-то ей на это отвечать, тоже табу и под запретом. Еще один очень важный момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание. Давайте будем реалистами. Не существует в мире людей, и мужчин, и женщин, которые не врали бы хотя бы раз в жизни кому-то. Мы все существа социальные. И как ни крути, в социуме мы периодически сталкиваемся с ситуациями, где без обмана во благо никак не продвинуться дальше. Поэтому, если мужчина вас обманывает, это еще не значит, что это прям сразу плохо, и все мужчины плохие, и все вообще мужчины врут. Да, пожалуйста, внимательно разбирайтесь, смотрите, были ли у него на то веские причины. А может быть, он обманывает вас, потому что он очень дорожит отношениями с вами. А может быть, вам просто нужно его научить контактировать с вами иначе. Еще один очень важный момент. Если мужчина вас обманывает, и до этого он уже имел опыт каких-то длительных отношений с другой женщиной, возможно, эта женщина просто приучила его к такому поведению.
Она, возможно, дала ему понять, что с ней так проще. Может быть, она была не готова к открытым отношениям, где можно будет открыто обсуждать все как есть. И тогда вам, возможно, придется показать ему новый шаблон поведения, что с вами можно по-другому, при условии, если вы к этому готовы, потому что правда, она не всегда приятна. И еще один очень важный момент. Если вранье, которое вам сейчас пришло на ум, касается вдруг того, что есть ли у него любовница или нет, то есть, к примеру, у мужчины есть любовница, он изменяет, а женщине он, как чаще всего, говорит, что у него никого нет, он верен. Очень часто это ложь во благо, потому что если он скажет вам, что у него есть любовница, вы явно от него захотите уйти. Раз он не говорит вам об этом, он хочет сохранить семью. Пусть вот так вот непонятно. Нам, женщинам, часто это непонятно. Действительно, есть один очень интересный момент. Очень часто любовница – это некая последняя соломинка в попытке сохранить семью. Поверьте, когда мужчине совсем плохо с женщиной, и он готов от нее уйти, он не будет ей врать о том, что у него нет любовницы, или о том, что он дальше планирует с ней жить, он просто возьмет и уйдет. Мужчина – это нормальный живой человек, которому, если уж очень будет плохо дома, значит, он уйдет. Раз он не уходит, а заводит себе любовницу, значит, дома еще терпимо. И очень многие мужчины на самом деле склонны сохранять то, что у них есть. Многие мужчины дорожат своей семьей. Но любовница, она как раз-таки тот спасательный круг, на который переходит определенная энергетическая нагрузка, то, что в семье жена не выдерживает, а именно какие-то особенности мужские, какие-то его плохие черты характера, его тараканы, которые, по идее, партнер должен воспринимать как неотъемлемую часть своего, женщины своего мужчины, давать этому признание и место. Жена не воспринимает, и мужчина находит вот такое спасение. На самом деле секс – это только прикрытие. За этим стоит очень много другого. Мужчины редко идут просто из-за секса, из-за того, что им не хватает его дома куда-то на сторону. Я сейчас уже начала раскрывать эту тему, хотя не планировала в этом видео. Мы сейчас говорим более глобально о вранье. Но на тему любовниц, измен, насколько это плохо, что это делать и как все-таки можно спасти отношения, когда любовница в семье уже завелась, у меня есть видео на моем канале. Итак, я раскрыла для вас тему мужского вранья, что в принципе, суммирую, нужно понять, ваш мужчина вообще врет больше, чем нужно всем, не только вам, и может быть он такой вот пропитанный враньем, врунишка, и тогда, зачем он вам нужен, готовы ли вы жить с таким человеком? Может быть и готовы. Такие люди меняются, но только когда они сами хотят измениться, да, то есть вы никак его не измените. Второй момент. Если он врет, не спешите воспринимать это сразу в штыки. Понаблюдайте, присмотритесь, а что за этим скрывается? Если он вам врет, значит, он вас оберегает от этой правды. Почему он оберегает вас от этой правды? На самом деле, ведь это очень бережно, он спасает что-то, что он хочет спасти. Понаблюдайте, поразбирайтесь, вранье это не всегда плохо. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я читаю ваши комментарии и отвечаю на ваши вопросы. До встречи!